Серенай Сарыкая. Жизнь Серенай Сарыкаи превратилась в затяжной триллер, когда ее начал преследовать одержимый фанат по имени Абдулла. Это не были просто письма, безумец перешел к активным действиям, выслеживая актрису по всему Стамбулу и изучая каждый ее шаг. Пиком этого кошмара стало нападение на ее автомобиль, когда маньяк в ярости пытался выбить стекла и прорваться в салон прямо на глазах у испуганной актрисы. Записи с видеорегистратора, зафиксировавшие этот момент, шокировали всю Турцию. На них было видно, как одержимый мужчина буквально крушит машину. После задержания выяснилось, что нападавший страдает тяжелым психическим расстройством. На допросах он утверждал, что Серенай якобы посылает ему тайные знаки через экран телевизора, и он обязан быть рядом с ней. Суд признал его невменяемым и отправил на принудительное лечение в закрытую психиатрическую клинику строгого режима под пожизненный полицейский надзор. Несмотря на то, что преследователь теперь изолирован, Серенай больше не чувствует себя в безопасности. Она полностью сменила свой автопарк на бронированные машины и наняла команду телохранителей из числа бывших спецназовцев, которые дежурят у ее дома круглосуточно, превратив ее жизнь в перемещение между охраняемыми объектами. Эзги Мола. Эзги Мола столкнулась с преследованием, которое длилось долгие годы и исходило от человека, когда-то работавшего в массовке на одном из ее проектов. Мужчина возомнил, что актриса обязана ему своим успехом, и начал буквально терроризировать ее, караулил у выходов из театров, засыпал оскорблениями и угрожал изуродовать ее лицо, если она не согласится на личную встречу. Эзги пришлось пройти через изнурительные судебные процессы, чтобы добиться запретительного ордера. Хазал Кая. Хазал Кая стала одной из первых звезд, кто открыто заговорил о кибершантаже и реальной опасности преследования со стороны фанатов. Все началось с подозрительных подарков со скрытым смыслом, а закончилось открытыми угрозами наказать актрису за ее независимость и отказ следовать желаниям анонимного преследователя. Хазал не стала молчать и подала в суд, однако даже после вынесения приговора она долгое время жила в состоянии паники, опасаясь за безопасность своей семьи и детей. Неслихан Атагюль. Для Неслихан Атагюль обратная сторона славы обернулась кошмаром, о котором она долго боялась говорить открыто. Актриса столкнулась с патологически навязчивым поклонником, чья любовь быстро переросла в опасную одержимость после того, как он не получил ответа на свои многочисленные письма. Ситуация стала критической, когда Неслихан начала получать прямые угрозы физической расправы за свой отказ в общении. Она описывала это состояние как жизнь под прицелом, когда каждое ее движение отслеживалось, а письма становились все более агрессивными и пугающими. Человек, вообразивший себе отношения со звездой, буквально преследовал ее по пятам, что вынудило Неслихан обратиться в спецслужбы. Вмешательство полиции и лучших адвокатов помогло остановить сталкера, но этот случай навсегда изменил привычный ритм ее жизни, заставив актрису постоянно менять маршруты и скрывать свое реальное местоположение из страха перед возможным нападением.